можно было, сейчас вам же легко снимать. Вам же и думать ничего не нужно. Мы когда снимали, тогда нужно было оценить свет, количество света, диафрагму поставить и так далее. Но кристалл был облегчен тем, что, по крайней мере, можно было пленку кадр менять, рычажком быстро. Раз, кадр снял, сейчас же рычажком. Вот у меня такой аппарат. Это был не киевский, это не киевский, не наш был аппарат. Это был Кеннер все-таки. Это все-таки был Кеннер, да? Древний Кеннер. Японский аппарат. Но он там много блеска-то. А обезьянок я снимал так, чтобы они, так сказать, был свет и тень была, чтобы интересно, не плоско снимал. Поэтому так посмотрел, откуда солнце светит, и так наискосок немножко. Значит, вероятно, этот луч ударял от объектива аппарата, ударял там в лицо старшему хозяину этой семьи, руководителю этого семейства. А маленькие малыши из этого семейства, они были любопытны, конечно, что-то светится. И они около него там вертелись и все больше и больше приближались ко мне. Что он сделал, этот хозяин? Он за шиворот сразу двоих одной лапой хватил и по попке, и по попке, и по попке. Это была такая изумительная картина, у меня такого кадра в жизни никогда не было. Как по попке учат, ведь не бьет по голове, а ведь по попке бьет. И одного, и другого, чтобы они не лезли вот сюда, куда-нибудь. А на меня посмотрела так сурово, что товарищ, который сопровождал, говорит, давайте пойдем, а то он может броситься случайно. Аппарат разобьет, или что поцарапает вас и так далее. Так мы ушли. Но такая картина была. Вот есть такие картины, которые вот, интересны, но их надо снимать, конечно, очень осторожно. Знать действительность любой страны – это первая обязанность журналиста. Тогда только выбирается нужный жанр. Никакого менторского тона. Ничего не нужно не указывать, не поучать. Самое страшное в журналистике – это поучать. Даже тогда, когда вы критикуете так, что вы не поучаете. Вот мы на первом части, не все были, на первой части мы здесь, семинар у нас был в этом зале, мы коснулись, приказывать всех, ходить вам, во-первых, регулярно на занятия, потом выполнять на всякие нормы, которые вытекают из нашего присоединения к Болонской системе образования и оценок. У нас не все преподаватели с этим согласны в нашем факультете, потому что нельзя механически оценивать знания по математике, по инженерии и по литературе и журналистике. У нас одно слово иногда сказано стоит всех умных построений материала. Одно какое-то меткое слово. А в инженерном деле там нужно всю формулу каждый раз точно. Если вы что-нибудь забыли формулу, корабль может так потонуть, как потонул корабль, спущенный одним кораблестроителем, который тогда начал тонуть корабль, после того уже разбили там шампанское в нашей бухте Николаева, инженер, который устроил. Уже корабль пошел со стапелей, скользит уже в море. А он говорит, я забыл на 2 поделить каждую форму. А корабль утонул. Ну, а инженер куда? Пошагал в Сибирь на отдых. Вот это нельзя допускать в нашей журналистике. Нельзя механически сопоставлять возможности научного описания в действительности, инженерного подхода, политического подхода, чисто политического, дипломатического, и то, что мы можем сделать в журналистике. Но все, что мы должны делать доброжелательно. Вот этой доброжелательностью отличается овчинник. Поэтому ветка сакуры ему так широко известна в Японии, в Китае, в других странах. И здесь у нас его интересно читают. Потому что он, любя, с любовью описал праздник, хороший праздник японцев. Я как-то вам упоминал, что даже в связи с овчинником, но я уже забываю, кто и кому и что сказал. Вот я, если по Болонской системе писал лекции, так я точно знал,
до которого слова я вам что сказал. Я не хочу этого знать, потому что всякое общение каждый раз это творческое дело. Можно, конечно, написать. Поэтому я не помню, может, я говорил об этом факте с Овчинниковым, что ему дали после, на 6-м съезде наших журналистов России, он выступает и полемизируя с нашим комментатором, который работал в агентстве печати новости, а потом на телевидении, Познером. Познер говорил, ну, теперь мы должны писать по-новому, потому что тот, кто платит нам деньги, пусть там мы должны с этим считаться. Кто платит деньги, чтобы это ему понравилось. А после него выступил Овчинников и ничего не сказал о выступлении Познера. Не начал, не спорил с ним, не затевал с ним ссоры. Он просто рассказал эпизод, что ему после того, как произошли у нас изменения в стране, и от советской системы мы отказались, вот я хочу все время подчеркнуть, вот видите, я сказал, какое слово от советской системы мы что? Отказались. А как говорят другие, Советский Союз разрушился. Так говорят? Распался. Это плюньте им в глаза, кто так говорит. Это лжецы, которые не знают, что было решение партийное. Значит, перестройку устроили. Партийное решение. Решение пленума 1967 года, декабря. Начали перестройку. Сначала было решение начать ускорение, потом стало очевидно, что нельзя преодолеть. Некоторые моменты движения не получается. И вот тогда пришло руководство к выводу, партийное руководство, что надо, значит, перестройку. Но надо было начинать с партии. Ну, это, если будет время, когда я вам об этом расскажу. А это все вранье, что кто-то, это примазавшиеся люди перестроились. Они никакой роли не играли в партии, которая принимала решение. Они не были членом пленума ЦК, не были членами ЦК. Ну, скажем, кто такие ретивые перестроечки? Чубайс там, другие, Гайдар тоже. Он был членом партии, руководил журналом «Коммунист», остался ярым перестройщиком. Все нелепость. Ваши отцы, вы-то не видели съезды народных депутатов. Когда проводили съезды народных депутатов, новые формы. Вместо Верховного Совета, как бы верховной власти народа, был съезд народных депутатов, избранных со всей страны людей. Какие глупости, сколько наивности говорили люди. Какие умные там вещи были сказаны. Там выступал и Сахаров, академик, и наш известный академик, вот видите, вылетел, сейчас помню, специалист по слову полку Игореве, наш филолог академик. Все они там выступали. Все вы, например, носили предложения. Здесь же спорили, здесь же отвергали предложения. Одни такие предложения, другие такие. Ораторы становились в зале заседаний в Большом Кремлевском дворце. То есть не в Кремлевском дворце съезда. В зале заседания ораторы становились в очередь к микрофону. Народные депутаты. И по очереди выступали. Прямо в зале выступали. Это было действительно разгул такой демократии. Но долго не получилось, потому что нашли силы, которые воспользовались всеми этими благими пожеланиями, а Горбачев оказался не способен руководить процессом, если он не предатель, тогда не способен к процессу, поэтому все пошло так наперекосяк. А вообще это все могло спокойно, без потерь, как это сделали в Китае, без потерь перестроиться, отказаться от догматизма и все, того, что нам мешало. Вот это вот, памятуя об этом, редакторы одного из издательств попросили Овчинникова прочесть свою книжку «Ветка Сахара». И, пожалуйста, говорит, вы теперь можете, как он рассказал на свете, по телефону говорит, мы вам высылаем один экземпляр, можете его распороть на части и писать все то, что вы не могли тогда сказать, что вам мешали, сказать то, что вы хотите сказать. И что ответил, как вы думаете, что ответил Овчинников через 2 дня?
условились, что через 2 дня. Как он рассказал на съезде. На съезде Союза журналистов в этом зале ЦЕП, это зал вот эта книга, которая стоит там у моста напротив гостиницы «Украина». Там человек 700 или 800 заседало делегатов. Вот он перед всеми сказал. Я посмотрел книжку и позвонил и сказал, ничего не надо делать. Мне не надо ничего добавлять. Все, что я хотел сказать, я сказал. Тогда, когда была советская власть. Вот в чем дело объективности. Если человек умеет писать объективно, то ему нет нужды ссылаться. Ах, ему не позволяют его эмоции. А как же вы